В самой обычной кастрюле, на кухне, в квартире я покажу вам, как приготовить варено-копченый свиной язык. В предыдущих видео я вам показывал, как приготовить говяжий язык двумя способами. Свиной язык гораздо бюджетнее говяжьего, но не менее вкусный. Его можно есть как отдельное блюдо в виде закуски, так и добавлять в разные блюда в качестве ингредиента. Для приготовления я возьму замороженный свиной язык. Предварительно язык необходимо разморозить на верхней полке холодильника. Размороженный язык промываем и обрезаем все лишнее. Далее язык необходимо засолить. Солить я буду мокрым посолом. Для посола я использую только соль и сахар. Количество соли и сахара беру из расчета общего веса мяса и воды. На 1 кг общего веса мяса и воды я использую 26 грамм соли и 5 грамм сахара. Воды для посола я беру в соотношении 1 к 1. Добавляем соль и сахар в воду. Доводим воду до кипения, остужаем до комнатной температуры и в остывший рассол выкладываем язык. Для того, чтобы язык хорошо и равномерно просолился, я его рекомендую солить в течение 72 часов в прохладном месте. Я солю в холодильнике. 1 раз в сутки рекомендуется язык переворачивать в рассоле. После 72 часов сливаем рассол и промываем язык под холодной проточной водой. Далее язык необходимо отварить. Первую воду, в которой варим язык, доводим до кипения и сливаем. Язык промываем. Вторую воду доводим сначала до кипения, сразу солим и в кипящую соленую воду выкладываем язык. Варим язык 1,5 часа на среднем огне, так чтобы вода еле булькала. Когда язык отварится, с него сразу, пока он горячий, снимаем шкурку. Для этого необходимо набрать в емкость холодную воду. Чем вода холоднее, тем лучше. В холодную воду опускаем язык и затем снимаем шкурку. Перед тем, как коптить язык, его необходимо подсушить. Для этого я связываю по 2 языка обычной льняной бечевкой и оставляю при комнатной температуре до появления легкой сухой корочки на поверхности продукта. Этап сушки очень важен для получения хорошего результата при копчении. Далее берем 12 грамм щепы для копчения. Я использую щепу ольхи. На мой взгляд, она является самой универсальной и подходит для копчения практически для всех продуктов. Щепу укладываем на блестящую сторону фольги. Равномерно ее распределяем, накрываем вторым слоем фольги. Края фольги загибаем так, чтобы у нас получился конверт. Этот конверт плотно укладываем в кастрюлю. Кастрюлю я использую ту же самую, в которой я варил язык. В верхнем слое фольги обычной зубочисткой делаем проколы. На фольгу ставлю подставку. В качестве подставки я использую неразъемное кольцо для выпечки из нержавейки, а также обычную металлическую подставку под горячее. Все это вы можете купить на обычном маркетплейсе. Эти приспособления вам пригодятся не только для копчения, но и для приготовления других блюд. Сверху на подставку укладываю язык, так, чтобы он не соприкасался со стенками кастрюли. Кастрюлю ставим на плиту на самую большую конфорку и включаю максимальный нагрев. Отверстие в крышке я закрываю обычной бамбуковой палочкой с подсушей. Это я делаю лишь для того, чтобы дыма выходило меньше. Но это делать не обязательно, так как дыма из кастрюли во время копчения выходит очень мало. У меня дымообразование начинается примерно на 3-й минуте. Как только цвет дыма начинает меняться с белого на желтый, выключаем нагрев. И переставляем кастрюлю на самую маленькую конфорку. Нагрев на маленькой конфорке рекомендую включать не сразу, а примерно через 1-2 минуты, как вы переставили кастрюлю. На маленькой конфорке включаю минимальный нагрев.
Примерно через 10 минут с начала копчения дыма в кастрюле уже не будет, но он не вышел из кастрюли, а адсорбировался на поверхности нашего продукта. И по сути основной этап копчения уже закончился. А далее идет просто термическая обработка продукта. Если вы хотите, чтобы язык был сочным, то после того, как дым в кастрюле пропал, выключайте полностью нагрев. Если вы хотите, чтобы язык получился более плотным по консистенции, то готовьте на малом огне еще примерно 50 минут. После того, как мы выключили нагрев, крышку мы не открываем, а даем продукту полностью остыть вместе с кастрюлей на плите в течение как минимум 30 минут. Многие зрители переживают, что в результате нагрева кастрюли дно может отвалиться. В общей сложности сильный нагрев кастрюли происходит до 5 минут. За это время кастрюля просто не успевает нагреться до таких критических температур, чтобы дно отвалилось. Это сравнимо с разогревом обычной сковороды перед приготовлением. Вот такая красота у нас получилась. Язык получается очень ароматный и красивого насыщенного цвета. Кастрюля при этом совсем не пострадала, а желтый налет от дыма легко отмывается обычной пищевой содой или специальными средствами. После копчения продукт мы сразу не едим, а оставляем его на проветривание, или правильнее сказать на выдержку, в прохладное место на 12 часов. Я ставлю в обычный холодильник. Во время выдержки продукта процесс копчения все еще продолжается. Дым, который адсорбировался на поверхности продукта, теперь проникает в его структуру. Язык получается вкусный, ароматный, идеально сбалансированный по соли. Его можно употреблять как отдельную закуску или использовать в качестве ингредиента для салатов. В следующем видео я приготовлю очень вкусную окрошку на варено-копченом языке.